И снова здравствуйте, мои дорогие зрители и поклонники! С вами я, ведущая канала Atlantis The Dawn of Titans, Софита! В сегодняшнем обзоре мы будем освещать мероприятия, происходящие внутри нашего альянса Атлантида. На протяжении долгого времени игроки альянса на основе своего опыта и знаний игры не раз замечали и замечают игроков с явно завышенными параметрами и показателями в ходе игры во время мощнейших противостояний. Недавно на официальном сайте Рассвета Титанов была опубликована интересная новость, касающийся нового античитинг обновления. Причем разработчиками было сделано уточнение, что метод читерства, который они обнаружили, использует достаточно небольшое количество людей. Порядка 100 человек. Причем эти люди имели доступ к моментальному получению наград с ивентов. В настоящее время обновление произошло, и мы, как и ранее, настоятельно не рекомендуем прибегать к услугам, предлагаемым через социальные сети о покупке вами красных кристаллов ВКонтакте или Фейсбуке. Мы настоятельно рекомендуем покупать игровую валюту непосредственно в игровом лицензионном магазине Dawn of Titans и проходить события самостоятельно. Не платите ваши деньги незнакомым людям. Возможен обман, и вы можете получить бан от разработчиков. Хочу обратить внимание на то, что все игроки Альянса Атлантида честно и ответственно соблюдают требования игры. Наши игроки ведут регулярный диалог с разработчиками по выявлению игроков, использующих незаконные методы накрутки ресурсов, игровой валюты, показателей, титанов и юнитов. Хотелось бы и с экрана обратиться к разработчикам Dawn of Titans с просьбой оперативно выявлять за 1-2 дня нарушителей авторских прав игры Dawn of Titans и блокировать их, расследовать быстро информацию об особо подозрительных игроках, использующих незаконные методы. К вам поступает много обращений, и мы просим вас быстрее реагировать на эти обращения и принимать необходимые решения. Решения о блокировке игроков в игре не должны приниматься неделями. Просим также рассмотреть вопрос о введении для руководителей союзов дополнительных полномочий. Например, если игрок виноват в чем-то в команде и грубо нарушает правила Альянса, то руководитель должен применить соответствующие игровые меры, которые позволят дисциплинировать этого игрока. Ну, например, временный бан или удержание этого игрока в команде 7 дней. Некоторое такое наказание, чтобы игрок не мог добровольно покинуть команду. Или ставить особенные заметки такому игроку о его недобросовестности, чтобы их видели все. Кроме того, было бы здорово наделить руководителей союзов полномочиями поощрять заслуженных и доблестных офицеров наградами, чтобы заслуженные офицеры имели, например, цвет другого замка с красивой аурой и почетными знаменами. Просим вас также расширить возможности игрового сервиса для использования каждым альянсом их собственной командной символики в гильдии. Если углубиться в основу любой игры, то все построено на алгоритме, который, как и в математике и физике, имеет четкие, поддающиеся вычислениям закономерности. И просчитав ряд показателей, становится возможным определить игрока, который использует незаконные методы. Думаю, всем известно, как можно оперативно связаться с разработчиками и сообщить им о нарушениях. Со мной согласятся многие. Честная игра и честный дуэль – это гораздо увлекательнее и приятнее. Все, хватит о проблемах. Теперь поговорим о приятных моментах. Как вы знаете, наш союз является международным и объединяет в себе игроков из множества стран. Важной социальной составляющей нашего клана является помощь нуждающимся и оказавшимся в беде людям. Сегодня в выпуске мы покажем вам, как, например, нашей командой была оказана помощь маленьким деткам в Африке. Среди нас есть хороший игрок из страны Мали, и его зовут Ибрагим. Он живет на западе континента. Все игроки нашей команды объединились и сделали с Ибрагимом благородный поступок. Они помогли нуждающимся африканским деткам. Благодаря современным коммуникациям мы без всяких проблем перечисляли средства нашему товарищу по команде из города Бамако. Это столица Мали. На эти средства были приобретены леденцы, пироги и дигуи. Это их местная смесь молока с проса. Атлантида – это альянс, объединяющий благородных и честных людей по всему миру. Не только на игровом поле замечательной игры Dawn of Titans,
но уже и в жизни. Давайте посмотрим видео, как это было организовано и происходило. У нас все построено на добре, позитиве и культуре. Мы делимся важными событиями игры из жизни нашего альянса Атлантида. Будем рады видеть столь же позитивных и честных игроков в наших рядах. Добро пожаловать в Атлантиду! И до новых встреч!